Benim halifimi sen seçeceksin. Balık yolun kapandı Akif Efendi. Gidip kardeşimin boğazına mı yapışayım? Yapışacaksın. O yüzüğü parmağıma taktığım gün seni bu konaktan göndereceğim. Sevda zor iştir. Yenge ben Serhat'ı seviyorum. O melek kim oluyor? Artık düşünüp bir kararı mı varsa? Gerçekten halef olmak istiyor musun? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. Почему Султан Ханем доверила Серхату выбор своего преемника? Как Серхат определит преемника Султан Ханем? Будет ли Акиф по настоянию жены давить на Серхата, чтобы захватить контроль над землевладением? Приведет ли раскрытие Аширом видеозаписи к разладу между ней и ее отцом, Зияном Агой? Сможет ли Йылдыз надеть кольцо преемника на палец Мелек и выгнать ее из особняка, как она и сказала Мелек? Действительно ли Мелек хочет остаться рядом с Серхатом и стать его преемницей? Что сделает Йылдыз, если Мелек станет его преемницей? Кого Серхат выберет своим преемником, Мелек или Йылдыз? Согласится ли Султан Ханем на то, что Серхат выберет Мелек? Все это и многое другое в этом видео. Если вы считаете, что Серхат должен выбрать свою жену Мелек своей преемницей и увидеть, сколько она боролась против него и сколько жертв принесла ради него, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь давайте перейдем к нашему анализу. Приятного просмотра! Султан Ханем почувствует, что ее власть постепенно ускользает из рук, поэтому вместо того, чтобы выбирать себе преемницу, она сочтет более целесообразным оставить это решение своему сыну. Ведь хотя Султан Ханем и не хочет напрямую терять свою власть над Серхатом, предоставление ему этого решения фактически дарует ей кажущуюся свободу, сохраняя при этом контроль за кулисами. Зная внутренний мир сына, его слабость к Мелек и амбиции Йылдыз, она превратит этот выбор в стратегическую игру. Кого бы она ни выбрала, моя воля восторжествует, подумает она. Если Султан Ханем выберет Мелек, она сможет управлять любовью сына, а если Йылдыз, то сохранит власть своих потомков. Она будет считать, что в любом случае победит. Серхат же столкнется с серьезной дилеммой перед этим выбором. Его сердце будет биться за Мелек, но разум будет думать о имени Йылдыран, о будущем Аги и об ожиданиях народа. Постоянное присутствие Мелек рядом с ним, несмотря на все предательства, угрозы и пережитую боль, заставит Серхата чувствовать себя одновременно благодарным и обязанным. Но слова, которым султанша Ханем учила его годами, Господь принимает решение разумом, а не чувствами, эхом отзовутся в его ушах. Интриги Йылдыз натолкнутся на гордое сопротивление Мелек. Решимость Мелек остаться в особняке смутит Серхата, ибо ее мужественная и решительная позиция вновь разожжет чувства в его сердце. Выбор между слезками Йылдыз и молчанием Мелек станет для Серхата полем битвы. Посреди этого хаоса Акиф будет занят защитой собственных интересов. Шепот жены на ухо постепенно откроет ему правду. Серхат был слаб, как Ага, когда придет время, ты должен вмешаться, отравит разум Акифа. Нерешительность Серхата, воспользовавшегося беспорядками в особняке, попытается подорвать его авторитет. С одной стороны, он будет действовать как друг, а с другой пытаться завоевать расположение Султан Ханем. Однако в итоге Акифу придется столкнуться с собственной совестью. Ведь каким бы амбициозным он ни был, он никогда не забудет, что вырос в тени Серхата. Образы, которые Ашир показывает Йылдыз, усугубят пропасть между отцом и сыном. Зиян Ага будет одновременно зол и горд, узнав, что его сын пытается поступить правильно. Впервые Ашир восстанет против теневых методов отца, заявив: «Мы не такие». Это будет сокрушительно для Зияна Аги. Как раз когда он думал, что сможет заменить сына, он увидит, как его сердце забилось от иной справедливости. Этот поступок Ашира положит начало борьбе не только с отцом, но и с собственной совестью. Йылдыз же, напротив, будет верить, что, используя образы как рычаг, она сможет загнать Мелек в угол. Заявив: «Я буду хозяйкой этого особняка», она попытается сама определить свою судьбу.
Она будет уверена, что наденет кольцо на палец и прогонит Мелека из особняка, но не учтет ее непреклонную волю. Ведь Мелек больше не будет просто женщиной, которую любит Серхат, а женщиной, решившей укорениться в этих краях. Когда она вытрет слезы и встанет, все увидят ее внутреннюю силу. Слова Мелек «Я буду хозяйкой этого особняка» уже не вызов, а суровый приказ. Мелек искренне захочет остаться рядом с Серхатом, но сделает это не из любви, а из чувства чести. Теперь она предстанет перед ним не с женской любовью, а с достоинством, подобающим леди. Когда она возьмет Серхата за руку и скажет «Я буду жить на этих землях», она изменит не просто любовь, но и судьбу целого рода. Поэтому решение Мелек будет столь же продуманным, как любовь, столь же сильным, как страсть. Если Мелек станет преемницей, все планы Йылдыз будут сорваны. Впервые Йылдыз устрашится власти Мелек. Ведь Мелек больше не будет ее соперницей, она станет непревзойденной. Пожатие Мелек руки Серхат прямо на глазах у Султан-Ханем станет самым сокрушительным поражением Йылдыз. Слова, слетевшие с ее языка «ты покинешь этот особняк», будут противоречить велению судьбы. Решение Серхата определит судьбу этих двух женщин. Если он последует зову сердца, он выберет Мелек, если разуму, он выберет Йылдыз. Но впервые Серхат попытается объединить свои сердце и разум. Ведь Мелек больше не будет просто любимой женщиной, а товарищем, сражающимся за него. На чьем пальце будет кольцо наследования, определит, с кем он действительно будет идти плечом к плечу до конца своей жизни. Султан-Ханем будет трудно принять, если Серхат выберет Мелек. Этот выбор будет означать не только выбор невесты, но и смену трона империи, которую она строила годами. Однако, увидев мудрость Мелек и силу ее слов, даже Султан-Ханем будет вынуждена склониться перед ней. Ведь Султан-Ханем всегда преклонялась перед силой и никогда не прощала слабости. Сила Мелек, хотя и может ее разозлить, в конце концов заставит ее принять. И когда наступит тот день, когда Мелек действительно выберут преемницей Султан-Ханем, особняк уже никогда не будет прежним. Стены наполнятся новым дыханием, и каждый шаг Мелек будет рассеивать тени прошлого. Интриги Йылдыз будут рушиться одна за другой, планы Акифа будут сорваны, а честность Ашира заставит Зияна Агу пожалеть об этом. Каждый столкнется со своей судьбой, но что важнее всего, Султан-Ханем будет вынуждена склониться перед новой госпожой в разгар войны, которую она сама же и развязала. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.